Всем привет! Меня зовут Шура Малышева, и сегодня немного добавим магии в нашу обычную жизнь, что, как правило, вдохновляет нас на некие подвиги, даже кондитерские. Это искусство, это творчество других людей. Одним из фильмов, вдохновляющих меня на кулинарные подвиги, является фильм Вонга Кар-вая «Мои черничные ночи». Сегодня мы обязательно с вами приготовим черничный пай. Самое главное в нашем пае – это его основа. Сегодня мы будем готовить тесто бретон. Тесто бретон от всего остального песочного теста отличается большим содержанием жиров. Мы используем сливочное масло, мы используем желтки. Сухие ингредиенты у нас состоят из муки, сахар уже смешан с солью и разрыхлителя. В принципе, тесто достаточно простое в приготовлении, не капризное. Его можно замораживать и размораживать. Оно не теряет свои качества и, на мой вкус и взгляд, очень такое хрустящее, вкусное, сочное. И самое главное, что с ним не нужно очень долго мучиться. В принципе, вы можете его как-то накатать и положить, не очень аккуратно это сделать. Бретон сам по себе увеличивается в объемах при отпекании, таким образом дает дополнительную текстуру и структуру нашему тарту. Технология супер простая. Сахар соединяем с маслом, затем постепенно добавляем желток, все ингредиенты комнатной температуры, и затем добавляем сухие ингредиенты. Даем тесту немного отдохнуть и уже начинаем с ним работать. Сейчас мы с вами приготовим начинку для нашего тарта. Она будет состоять из рикотты. Рикотта уже смешана с ванилью. Мне больше нравится, когда у еды много вкуса, поэтому мы еще добавим небольшое количество цедры лайма. Цедру лайма вы можете также сразу добавлять в рикотту, либо в сахар. Яйца, мука с разрыхлителем. Все достаточно просто, вам необходимо все соединить. Самое важное в этом рецепте – не надо ничего взбивать. Если вы взобьете все это вместе, не просто соедините аккуратно, то у вас шапкой поднимется это все над тартом, корка будет супер невкусно, поэтому очень внимательно к технологии приготовления. Просто соединяем. Наше тесто немного отдохнуло, и сейчас мы его раскатаем для того, чтобы поместить в кольцо, немного отпечь, затем добавим крем и отпечем все вместе. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Мы подготовили наше кольцо, немного смазав его маслом с мукой. Затем туда мы поместили тесто, откатанное на силиконовом коврике. Почему я пользовалась силиконовым ковриком? Потому что не хочу добавлять лишнюю муку для подпыла в тесто.
потому что тесто должно быть супер воздушным и супер нежным. В принципе, бретон такое тесто, которое увеличивается в размерах при отпекании. Но мне хочется, чтобы был у нас небольшой бортик, поэтому я отдельно совершенно рандомно раскатала тесто и добавила небольшой бортик. То есть мы делали небольшие жгуты и добавляли его. В любом случае у вас тесто, когда вы будете отпекать, поднимется, и вам нужно будет его на середине отпекания достать, немного прижать ту часть, где будет у вас затем отпекаться начинка, и еще немного допечь, а затем достать и допечь с начинкой. То есть очень важно помнить, что бретон – тесто, которое увеличивается в размере при отпекании. Мы немного отпекли наш тарт. Такой тарт по размеру, это, по-моему, 20-е кольцо, мы отпекали в районе 15 минут. Самое главное, не забывайте в своих духовках для теста песочного включать поддув, если есть такая функция. Не просто верх и низ, а поддув. Это очень важно. Сейчас мы его немножечко примнем, для того, чтобы у нас было место для начинки. Делайте это очень аккуратно, чтобы воздух аккуратно выходил, и чтобы не поломалась структура теста. Отпечем еще минут, наверное, 7. Я всегда ориентируюсь по цвету теста, никогда не ориентируюсь на технологические карты, в которых написано, что отпекаем столько-то либо столько-то. Всегда нужна визуализация. И самое главное, не забывайте, что бретон и вообще любое песочное тесто, любое сабле нужно отпекать на низкой температуре. Чем ниже температура отпекания, тем вкуснее будет непосредственно сам тарт. Мы отпекаем на температуре от 150 до 160, в зависимости от размера, собственно, вашего тарта. Пироги и тарты всегда хочется как-то необычно украсить, но вопрос всегда встает как. Либо это свежие ягоды, либо небольшое количество крема. Я предлагаю вам украсить крамблом, который будет состоять из овсянки, муки, соли, сахара и ванили, мед. Если у вас есть аллергия на мед, то вы спокойно его можете заменить на тремолин. Мед здесь больше для вкуса, нежели для связи, и масло. Как и любой крамбл, мы просто соединяем все ингредиенты и смешиваем. Наш тарт наполовину готов, и сейчас сверху мы отсадим крем и поставим допекаться до полной готовности. Мы подготовили наш крамбл, он достаточно мягкий, но при отпекании он будет хрустящим и очень-очень таким кранчи, хрустящим, в общем. Для того, чтобы он у вас не лежал на пергаменте одним общим куском, мы просто раскидываем небольшие кусочки на самом пергаменте. Они расплывутся, затем мы это еще раз перемешаем, еще раз отпечем и так далее. Если вы хотите заранее подготовить большое количество крамбла, то затем вы можете его держать просто в теплом месте и использовать и для завтраков, и для украшений различных кексов, паев, тартов, всего чего угодно. То есть такая универсальная очень рецептура, но нужно понимать, что в заморозке его лучше не хранить. То есть если бретон вы сделали и можно хранить его в заморозке, с ним ничего не будет. Правильно упакованный бретон, с ним ничего не будет. А здесь все-таки нужно понимать, что крамбл с овсянкой, и овсянка будет набухать, и качество будет теряться, он не будет хрустящим. Поэтому вы можете сделать заранее много, но отпеките все сразу.
К нашему паю сейчас мы подготовим 2 вида мармеладов. Для того, чтобы разнообразить вкус, вы всегда можете добавить какой-то свой мармелад, какую-то другую дополнительную текстуру и так далее и тому подобное. Здесь у нас будет черничный мармелад, здесь у нас будет с ревнем и малиной. Можно также использовать ревень и клубнику. В принципе, сезон ревня скоро начнется, сезон голубики начнется чуть-чуть позже. Мармелад будет состоять из фруктового пюре и замороженных ягод. Вы можете использовать свежие из пектина, сахара и небольшого количества желатиновой массы. Закипело. Выключаем. Добавляем желатин. Все, до кипения довели. And becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. В итоге мы приготовили сегодня с вами 2 чудесных тарта с совершенно разными вкусами. Черника и малина с ревнем. Я хочу вам сказать, что вы всегда должны помнить, что кулинария – это немножечко магия. Никогда не забывайте творить и вкладывать как можно больше своей души во все это дело.